3 завтрака в аэрогриле, которые можно приготовить всего за 20 минут. Начнем с сытного омлета с грибами и помидорами, затем приготовим ароматные печеные яблоки с овсянкой и в конце вкусный овсяно-блин. Простые продукты, минимум времени, максимум вкуса. Поехали! Первый завтрак приготовим очень вкусный и простой омлет с овощами и с сыром. Для рецепта мне понадобится 4 яйца, шампиньоны, 2 небольших помидора, зеленый лук, натертый сыр и любимая специя. У меня это соль с сушеным чесноком и петрушкой. Перья зеленого лука моем, обсушиваем и нарезаем мелко. Вместо него можно использовать также красный лук. Заглядывайте в описание под видео, я там оставлю, как всегда, все ингредиенты для рецептов из данного ролика, а также другие интересные рецепты завтраков в аэрогриле. В емкости разбиваем 4 яйца. Добавляем к яйцам любимую специю, у меня это соль с сушеным чесноком и петрушкой. Если живете в Латвии, то такая специя называется персиладе. Все хорошо перемешиваем вилочкой. У меня примерно 120 грамм шампиньонов, их я не мою, просто аккуратно вытираю бумажным полотенцем, убираю грязь. Шампиньоны я нарезаю на небольшой кубик и добавляю к яйцам и луку. Можно использовать один большой помидор, у меня 2 небольших. Нарезаем на средний кубик. Можно использовать любые овощи, например, болгарский перец или натертую морковь на мелкой терке. Омлет я буду готовить в порционных керамических формочках. Они подходят для крема-брюле или для жульена. Формочки 9 см диаметром и 5,5 см в высоту. Их сбрызгиваю маслом спрей, у меня масло авокадо. Дополнительно масло можно распределить при помощи силиконовой кисточки, чтобы омлет не пригорел. Ровно по каждой формочке распределяю яйца с овощами, сверху присыпаем сыром. Мне нравится, когда сыр натерт на мелкой терке. Можно также и на крупной терке натереть сыр и добавить просто сверху. Можно перемешать омлет с овощами с сыром, как вам больше нравится. Готовить такой омлет я ставлю в аэрогриль с 2 теннами на решетку на режим выпечка 160 градусов примерно 20 минут. Если у вас аэрогриль с одним тенном, то ставьте на 170 градусов тоже примерно 20-25 минут. Вот такой вкусный завтрак, очень сытный у нас готов. Обязательно попробуйте такое приготовить. Я, например, люблю готовить такое с вечера, просто оставляю в холодильнике, утром разогреваю. Получается все так же вкусно и быстро. Это для тех, у кого утром совсем нет времени. Посмотрите, какой он воздушный, он потом немножко опадет, но это никак не повлияет на вкус. Если хочется более воздушный омлет, то в такую массу можно добавить немного молока или же творога, он будет еще более воздушный и сытный. Всем приятного аппетита! Следующая идея завтрака подойдет вполне себе и как десерт, получается очень вкусно, и у меня многие запрашивали именно такой рецепт запеченных яблок в аэрогриле. Для рецепта я буду использовать 2 яблока, коричневый сахар, овсянку долгой варки, немного сливочного масла, любые орехи, корицу и нам понадобится вода. Чуть далее расскажу зачем. У меня хрустящие яблоки сорта Гала, берите те, которые вам нравятся больше всего. Яблоки я мою, обсушиваю полотенцем и разрезаю пополам, удаляю хвостики и при помощи ложки для мороженого, можно взять обычную столовую ложку или чайную, извлекаю сердцевинку. Извлекаю ее чуть больше, чем нужно, для того, чтобы у нас образовалось углубление для начинки. Начинку можно положить абсолютно любую, мне захотелось сделать именно с овсянкой, она идеально вписывается в идею завтрака, получается очень вкусно, и овсянка, кстати, в аэрогриле получается очень хрустящей, если просто ее запекать. Берем горсть орехов любых, у меня это миндаль, и можно измельчить при помощи ножа или в блендере, или вот у меня такой есть мини-блендер, который я использую исключительно для того, чтобы измельчить орехи, мне он очень нравится для этой цели. Все приготовления закончены, теперь приготовим начинку для яблок. В емкость я перекладываю 50 грамм овсянки долгой варки, добавляем туда измельченный миндаль или любые другие орехи, примерно 20 грамм сливочного масла комнатной температуры, чайную ложку корицы, коричневый сахар примерно 30 грамм, или сахар можно заменить на мед или любой другой сироп. И наша начинка готова. Теперь этой начинкой начинаем яблоки.
Начинка не очень хорошо склеивается, если вы будете брать, например, вместо сахара мед или любой сироп, начинка будет лучше держать форму и не будет рассыпаться. Я кладу максимально столько, сколько помещается на яблоки, и потом в аэрогриле уже, когда выложу яблоки, я досыплю начинку сверху. Главный секрет, как приготовить яблоки так, чтобы они не обуглились вокруг и не были сырыми внутри. Мы наливаем в чашу аэрогриля совсем чуть-чуть воды. 70 мл воды обычной комнатной температуры наливаем в чашу аэрогриля для того, чтобы создать такой паровой эффект. Если у вас совсем современный модный аэрогриль с эффектом пара, то ставьте такой режим. Кладем решетку на место. Я кладу бумажную форму для того, чтобы овсянка не рассыпалась по аэрогрилю. Выкладываю половинки яблок и сверху досыпаю немного начинки. Она все равно запечется, подрумянится и будет очень-очень вкусно, даже как посыпка на мороженое, например. У меня аэрогриль 22 сантиметра с каждой стороны, и сюда вполне влезло бы целых 4 яблока, так что можно готовить впрок на большее количество людей. Ставлю режим выпечка 180 градусов, примерно 15-20 минут. Это зависит от того, насколько мягкие яблоки вы хотите. В моем аэрогриле при 15 минутах яблоки получаются такие средние. По запеченности я бы так назвала, больше аль денте. Хотите более разваристые, мягкие, распадающиеся яблоки, ставьте 20 минут. Горячие яблоки перекладываем на тарелку. Посмотрите, как аппетитно они выглядят. Сверху, благодаря сахару, у нас образовалась корочка. Сюда можно добавить творог. Это идеально для завтрака, или же греческий йогурт. Но я покажу, как сделать из обычных запеченных яблок настоящий десерт из ресторана. Добавляем, конечно же, шарик ванильного мороженого. И получается отличный десерт. Попробуйте такой завтрак а-ля десерт. Я думаю, что вам он очень понравится. И последний рецепт на сегодня. Мы приготовим вариацию овсяного блина в аэрогриле. Конечно же, его можно готовить на сковороде, делайте как вам удобно. Я на этом канале в основном показываю рецепты в аэрогриле для того, чтобы подкинуть вам разные идеи блюд. В емкости измельчаем вилочкой 1 банан. Банан идеально всего брать такой спелый коричневый. Добавляем туда 50 грамм овсяных хлопьев долгой варки. Добавляем 1 яйцо, и у меня 50 мл кефира. Сюда лучше подойдут сливки или даже молоко, овсяный блин будет более нежным. Также я добавляю пол чайной ложки разрыхлителя и немножко соли. Массу перемешиваем, желательно, если у вас хлопья долгой варки, оставить буквально на 5-10 минут, чтобы масса немножко набухла. Выкладываем в аэрогриль на решетку пергаментную бумагу с силиконизированным покрытием. Если у вас обычная бумага, к которой все пристает, то сбрызните ее маслом. Распределяем массу в такой квадрат по периметру аэрогриля. Такой овсяный блин, по моему мнению, лучше всего, вкуснее всего получается именно со сливками. У меня на момент съемки видео сливок не оказалось, был кефир, и я использовала его. Ставлю в аэрогриль, режим выпечки 160 градусов, примерно 13 минут. Кстати, я знаю, многих смущает момент, что бумага вечно заворачивается внутрь. Для этих целей можно использовать такие покупные магниты, которые придерживают бумагу и не дают ей заворачиваться. У меня пока таких нет, но в скором времени я думаю, что я такие себе тоже приобрету. Бумага у меня хорошая, все хорошо отходит со всех сторон. И вот такой овсяный блин у нас получается. Он очень нежный, хрупкий. Его не получится завернуть в трубочку и сделать конвертик также не получится, он порвется. Поэтому я такой овсяный блин подаю другим образом. Я обычно разделяю его пополам, и это получается 2 порции завтрака. На каждую половинку я кладу греческий йогурт, мягкий творожок или обычный творог и сверху любые фрукты и ягоды. Сегодня я смазываю овсяный блин греческим йогуртом и сверху кладу нектарин и голубику. Это то, что у меня было дома. Получается очень-очень вкусно. Сверху можно полить медом, посыпать корицей или любым другим сиропом. У меня такой завтрак ел мой 8-летний сын, и он ел с шоколадной сгущенкой. Конечно, вся польза теряется в данном случае, но ему именно так больше нравится. Мой сын любит такой завтрак, и это один из немногих вариантов, когда он ест овсянку. Я ем без добавлений, без сиропов, но, например, детям, возможно, некоторым захочется добавить чуть больше сладостей сюда. Получается очень вкусно и необычно. Если любите овсяный блин, то попробуйте такую вариацию. Всем приятного аппетита!
Спасибо огромное за внимание, за то, что посмотрели данный ролик. Надеюсь, он вам понравился и был для вас полезным. Пишите в комментариях, какой из рецептов заинтересовал вас больше всего и что вы хотите приготовить в своем аэрогриле. Я, кстати, очень часто люблю готовить завтраки именно с вечера, мне так удобнее и проще. С утра люблю поспать дольше, чем стоять на кухне и готовить. Напишите, как вы любите готовить завтраки, больше с вечера или с утра. А мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Всем пока-пока, до новых встреч!